Итак, неизвестная цивилизация Уральских гор. Тема эта возникла неожиданно, примерно пару лет назад, когда мой друг и коллега Радик Гарипов, в прошлом егерь Пермского Вишерского заповедника, в 1994 году он с группой егерей совершал обход в районе Тулымского хребта и неожиданно обнаружил очень странный объект, который по форме напоминал некий гранитный куб с гранями 2 на 2 метра. Вот я тут для примера показал. К сожалению, в тот момент у Радика фотоаппарата с собой не было, но примерно такой же объект мы обнаружили во время экспедиции 1998 года в районе Сейдозера, это Кольский полуостров. На следующий год Радик планировал вернуться уже с научной экспедицией в этот район. У него произошла трагедия, связанная с его здоровьем. Он потерял ногу во время работы с самолетом. Плоскость самолета упала на ногу у него, и в результате у него нижняя конечность была полностью раздавлена. Но человек это очень уникальный, я думаю, если будет интересно, вы даже с ним потом сможете познакомиться. Буквально за 2 года он встал на ноги и сейчас входит в походы намного лучше тех, кто ходит на 2 ногах. Некоторые люди даже удивляются, когда видят, что на самом деле у него нет правой ноги. Буквально 2 года назад совместно с Пермским университетом они совершили экспедицию в район Тулымского камня. Экспедиция не была связана с данной находкой. Это была чисто этнографическая экспедиция. Коллеги с кафедры этнологии попросили Радика быть проводником. И он проводил экспедицию именно только как проводник. Своим коллегам он рассказал о своей находке. Ученые заинтересовались данным объектом, у них оставалось около суток на то, чтобы дойти до данного места. Но заходили они не с той стороны Тулымского хребта, откуда шел Радик, а с южной стороны, то есть примерно в 10 километрах от обнаруженных им блоков. И с удивлением они нашли, это вот как раз член экспедиции, это один из научных сотрудников Пермского географического клуба и одновременно кандидат этнографических наук Пермского государственного университета. И нашли они очень странный объект. Несколько крупных валунов, причем они их заметили сразу. Вот это такая вот на склонах груды камней называются обычно курумники. Кто в походы ходил, знает, что это очень сложное место для прохождения, особенно зимой. То есть, чтобы там пройти километр, иногда требуется 2-3 часа, а то и больше. И на склоне Тулымского хребта они заметили, эти объекты выделялись сразу, несколько крупных валунов. Когда они подошли ближе, увидели, что объекты содержат очень странные внутренние грани, фактически полностью отшлифованные. Этнограф, как специалист в области, в том числе и лишайников, сразу обратил внимание, вот если вы обратите на камни, посмотрите, все камни, они полностью покрыты вот эта вот зеленая окраска, это те лишайники, которые растут на камнях. То есть буквально нужно 2-3 года, чтобы лишайник полностью камень охватил и покрыл его такой зеленой растительностью. Все внутренние поверхности были чистые. Я когда разговаривал с этим специалистом, он сказал, что говорит, очень странно. Лишайник, он внедряется в любую щелочку. То есть фактически достаточно любой микротрещины, чтобы лишайник там пророс. Если лишайник не прорастает, это говорит в первую очередь о том, что поверхность была идеально обработана. То есть лишайнику просто нечем зацепиться вот своими растительными корнями. Вот дальше камень мы этот видим очень интересно. Это именно четкие грани 90 градусов, внешняя фаска, которая снята каким-то непонятным образом. Камней там таких несколько. Продолжая обследовать данное место, Радик с группой исследователей обнаружили несколько очень интересных площадок. Вот одна из таких площадочек, она издалека кажется небольшой, но на самом деле размер ее порядка 4 футбольных полей. Сейчас я дальше покажу снимки, и будет видно. Любой уральский хребет, если кто-то, может быть, есть походник, ходил по уральским хребтам, знает, что это, как правило, остроконечные вершины, покрытые обломками старых гор, в том числе теми гранитными отложениями, которые остались после ухода ледника, когда ледник все за собой вот это награждение камней тащил. Площадки чем интересны? Во-первых, они полностью очищены от мелких крупных валунов, то есть идеальная посадочная площадка. Во-вторых, на более крупных снимках мы увидим, что вот эта часть, она срезана в виде уступов. То есть технологически подготовлено такое впечатление, что там именно проводились какие-то работы по срезанию вершины. Вот сейчас эта площадка очень хорошо видна. В конце лекции мы вернемся к этому вопросу. Я вам покажу несколько видеозаписей. Одна из них была сделана как раз в той экспедиции на сотовый телефон. И там будет четко видно, что площадка идеально ровная.
Когда я разговаривал с вертолетчиками, которые часто летают в тех местах, как правило, забрасывают геологические экспедиции на места зимовок или летают в район Красновишского заповедника, часто прилетают над теми местами. Вертолетчики говорят, что таких площадок на самом деле там находится несколько. И, как правило, находятся не на господствующих высотах. Вот, например, Тулымский камень – это одна из наиболее высоких точек Пермского края. Уральские горы несколько десятков миллионов лет назад являлись наиболее высокими горами Пермского края или вообще мира. Вершины достигали 8-9 тысяч метров. Сейчас самая высокая точка достигает 1250 метров. Это вот как раз Тулымский хребет. Таких площадок несколько. Мой коллега Том Заморин, очень интересный человек. Это человек, который ходит в горы один, не берет с собой никогда оружие, обычно берет запас еды на сутки, также и воду берет максимум на сутки, уходит примерно на месяц в горы и именно живет тем, что дает ему природа. Те, скажем так, охотники и промысловики, которые бывают часто в Уральских горах, у нас там до сих пор добывают золото и драгоценные металлы, всегда удивляются, когда видят: Тома, как ты ходишь по этим местам без оружия, потому что там водится очень много и диких зверей, там очень много и медведей, и прочих опасных животных. Как правило, Том ходит по тем местам, где не пролегают обычные туристические маршруты. Вот одна из гор, которая находится на Большом Уральском хребте. Опять же, мы видим несколько технологически вырезанных площадок. Причем это место, оно само по себе интересно. Том его назвал космодромом. Дальше мы на снимках увидим, вокруг этой долины таких гор 6 штук. И каждая из них, вершина, срезана. И такое впечатление, что срезана именно искусственно. Потому что, опять же, нет никаких крупных камней, нет рядом ни дорог. То есть можно было бы предположить, что, возможно, геологи готовили площадки какие-то, предположим, для военных объектов. Пермский край знаменит тем, что по горному Уральскому хребту, по Большому Уральскому хребту, расположено несколько станций РЛС дальнего слежения, которые отслеживают как раз те ракеты, которые могут лететь со стороны условного противника. Ну, понятно, с какого. Вот еще одна гора. С другой стороны, опять же, очень хорошо видно, что площадки срезаны уступами. И вот с этой стороны великолепно видно. От одной грани до другой расстояние порядка 200 метров. Идеальная площадка для того, чтобы построить или какую-нибудь станцию слежения, или какой-нибудь древний форпост, предположим. И вот как раз тут очень хорошо видно. Вот одна гора с прямой вершиной, вторая гора с прямой вершиной. И уходя направо, там еще несколько таких же гор. Вот там немножко показал, как это выглядит. Я в конце лекции покажу вам небольшое интервью с Томом. Как раз в районе тех гор он нашел очень много интересных артефактов. Это и дольмены, которые мы можем видеть на Кольском полуострове, и пирамидальные сооружения, сложные из камней, высотой порядка 2 метров. То есть какие-то непонятные пирамидки. Или это путевые метки, которые делали в свое время финно-угры, для того, чтобы находить там какие-то свои пути. Или это метки тех жителей, которые в свое время в Пермском крае пасли стада оленей. У нас осталось буквально несколько таких уже семей. Вот опять же хорошо видно эти горы. Одна вершина, вторая вершина. Когда мы собрали всю эту информацию, я предложил Радику провести пресс-конференцию в пресс-службе «Комсомольской правды». Мы собрали журналистов, собрали туристов, которые интересуются данной темой. Было это 2 года назад. Подготовили большую статью, которая вышла и в «Комсомольской правде», и для РЕН-ТВ мы сняли несколько циклов документальных передач, связанных с этой темой. И на удивление к нам в Русскую уфологическую исследовательскую станцию начали присылать множество очень интересных фотографий. Именно те туристы, которые ходят по Уральским горам, и в силу определенных обстоятельств эти фотографии не публиковали. Люди обычно или стесняются, или боятся, что там их обвинят в какой-то фальсификации. Район Косинского камня. Здесь мы четко видим, опять же, явно вырезанный блок, причем даже видны следы, или это была какая-то фреза, или, предположим, какой-то инструмент, который позволял резать породу. Такое впечатление, что от большого крупного блока, если помните, что такое Бальбек? Кто помнит, что такое Бальбек? Руки поднимите.
помните, да. То есть такое впечатление, что там, возможно, была какая-то горнодобывающая, скажем так, ну, лаборатория, назовем ее. И вот от большого блока просто взяли и вот так вот отрезали лишний кусок. Причем таких кусков там лежит очень много. Еще нам туристы прислали очень интересную фотографию, тоже недалеко расположенную от данного места. Это плато Кварпуш. Оно само по себе интересно тем, что сейчас в настоящее время там строится один очень забавный объект подземный. Слышали, наверное, что такое Ямантау? Не слышали. Называют обычно это бункер Путина. Знаете, наверное, такое дело. Так вот, под Кварпушем строится сейчас аналогичный объект. Буквально начали его делать около 5 лет назад. Сейчас там стоит военная часть. И недалеко от него расположен такой же объект. Мы сразу подумали, возможно, что-то там делали военные. Потому что, вот, например, такой вырез в камне очень подходит для прокладки какого-нибудь, предположим, кабеля. С другой стороны, когда я общался с геологами, мне говорят, что мы такие вырезы периодически делаем для того, чтобы брать пробы. Но специально я общался с нашей кафедрой геологии Пермского университета. Район этот никогда не использовался геологами для того, чтобы исследовать горные породы. Военные там тоже никогда не были. Ближайшая военная часть находится примерно в 100 километрах от данного места. Сама вот эта плита. Я общался с теми людьми, которые сфотографировали. От одной грани до другой порядка 3 метров. Толщина около 40 сантиметров, ну и, соответственно, вот такой же вырез. Опять же, если мы говорим, что, предположим, там были геологи, представьте себе, какая должна быть фреза, чтобы ее, во-первых, туда в горы принести, во-вторых, этот камень распилить, в-третьих, зачем это нужно было делать. Для примера, мой коллега и друг долгое время прожил в Камбодже, там есть некоторые храмы, которые не входят, скажем так, в стандарты туристические маршруты. Вы прекрасно знаете, что в Камбодже сейчас идет война, и очень много храмов находится как раз в зоне военных действий. Но в силу того, что у моего коллеги была возможность посещать и такие места, он прислал мне очень интересные фотографии, которые мы, наверное, видели уже и в фильмах Склярова, и в тех передачах, которые снимал мой коллега Андрей Жуков. Посмотрите, в принципе, очень похожая технология. Вот это плита с Кварпуша. Вот это плита с Камбоджи. То есть фактически технология работы одна и та же, работа с камнем. Опять же, вот что мы смотрим. Блоки, которые мы нашли во время экспедиции 2008 года в районе Кольского полуострова, такие же блоки находятся в Камбодже. То есть создается впечатление, что была какая-то единая культура работы с камнем, единая технология обработки камня и, возможно, единые принципы построения крупных мегалитических сооружений. Для сравнения, опять же, один из блоков храмовых разрушенных, который находится сейчас в Камбодже, а это с Уральских гор, район Тулыма. Точно такие же вырезки, очень похожие фаски, и сами блоки друг друга, в принципе, напоминают. Единственное, если мы говорим о камбоджийских храмах, это датировка порядка 3000 лет. Если мы говорим о Тулыме, датировка здесь крайне сложна по той причине, что мы, в принципе, не знаем даже, были ли цивилизации на тот момент 3-4 тысячи лет назад. Интересно, если мы говорим, что в районе Тулыма существовала цивилизация, она могла подвергнуться разрушению двумя способами. Во-первых, это ледник. Но если мы говорим о леднике, мы говорим о периоде порядка 40 тысяч лет. То есть 40 тысяч лет из района Уральских гор ледник начал уходить. Пришел он туда, по разным подсчетам, от 120 до 100 тысяч лет назад. То есть если мы предполагаем, что данная постройка была уничтожена ледником, значит мы говорим о цивилизации, которая отстоит от нас примерно 100 тысяч лет назад. Но опять же, ледник, как правило, такие разрушения не вызывает. Посмотрите, здесь явно какое-то техногенное разрушение. То есть или это был какой-то большой взрыв, или какая-то непонятная нам сила. То есть мы к этому сейчас подойдем. То есть, скорее всего, данные объекты были разрушены под воздействием внешней силы. Либо природной, либо искусственной. В районе Уральских гор находят и другие очень непонятные интересные объекты. Опять же, в стороне туристических маршрутов вот такой своеобразный, ну, назовем его условно загон. И таких загонов находится очень много. То есть это круг
диаметром примерно 5 метров, находится в стороне не просто от туристических маршрутов, а в стороне вообще от ближайшего жилья. То есть, предположим, вот этот объект находится от Свердловска на расстоянии порядка 200 километров. Ближе там просто ничего нет. Причем это те места, где нет ни дорог, ни какой-либо растительности. Датировки пока тоже, к сожалению, не подвергаются. Почему? Во-первых, в эти места крайне сложно попасть. Предположим, если мы говорим, Свердловск это 200 километров, ближайшая дорога до Красновишевского заповедника это примерно 100 километров, то есть нам порядка 100 километров нужно пешком пройти по горам. А по горам ходить, я вас уверяю, крайне сложно, особенно в условиях вот именно курумников. То есть такой поход займет, как правило, месяц это минимум. Очень много совершенно непонятных объектов находится у нас на территории Уральских гор. Как вы думаете, что это такое? Ну, там подсказка есть. Похоже на классические горные выработки. Но при условии того, что рядом нет никаких горнодобывающих заводов, нет никаких шахт, как правило, вот такие вот объекты находятся на равнинной местности. Я общался с геологами, некоторые геологи говорят, что это последствия ледника. То есть ледник уходил или наоборот приходил, тащил перед собой груду камней и вот нагреб такую кучу. Но когда начинаешь подходить ближе и исследовать данный объект, мы видим, что вот все вот это месиво, это мелкие камни курумы, которые именно перемолоты каким-то именно искусственным инструментом. То есть это явно не ледник, это явно следы какой-то горнодобывающей деятельности. Самое интересное, что такие объекты находятся не только на Урале, но и в Якутии. 5 лет назад мой коллега Евгений Трошин со своим другом арендовали вертолет и летали в Якутию для того, чтобы найти вот эти вот знаменитые котлы, наверное, о которых вы тоже слышали. Это Елю-Черкичев. Есть такая интересная якутская легенда, что в якутской тайге находятся какие-то непонятные подземные объекты, в которых лежат чуть ли не космонавты одноглазые, и все эти объекты пытаются найти. Объектов Евгению найти не удалось, но в результате полетов на вертолете в отдаленных местах якутской тайги они обнаружили вот такие вот очень интересные горные вывалы. Опять же, это точно такая же порода, как встречается на Урале. Причем тут явно видно какая-то пирамидальная конструкция, либо это какой-то засыпанный объект, либо где-то здесь просто была шахта. Просто со временем эрозия, вода, снег, дождь сделали, скажем так, свое дело, все обрушилось, и в результате образовалась вот такая интересная насыпь. Их там очень много. Евгений насчитал порядка 20 подобных объектов. Вот еще один такой же объект, который в точности повторяет то, что мы видели буквально пару слайдов назад у нас в Уральских горах. Причем горки эти достаточно высокие, вот если вы посмотрите на деревья, высота их порядка 20-30 метров как минимум, но и в поперечнике где-то около 200 метров. То есть вы представляете, чтобы нагрести такую гору, нужно было, соответственно, произвести достаточно серьезные горнодобывающие работы где-то вот там внизу. Либо их просто привозили откуда-то из другого места. Кстати, опять же можно вспомнить, если вы хорошо знаете историю, интересуетесь данной темой, Потомский кратер. Вот очень похоже, кстати, на такие же вывалы. А здесь мы видим сразу несколько, вот они даже 3 объекта, которые стоят рядом. То есть совершались какие-то работы, либо по добыче полезных ископаемых, либо, ну это мы с вами предполагаем, как люди вот с 21 века, что возможно там какие-то были горнодобывающие работы, на самом деле это может быть совершенно что-то другое, то есть мы можем делать только некоторые предположения. Возвращаясь к Уральским горам. Прислали нам года 4 назад крайне интересную фотографию. Есть у нас отдаленный район Северного Урала, называется Малый Чендер. Знаменит он тем, что там вот много вот таких вот очень красивых гор, которые в результате выветривания, эрозии приобретают фантастические фигуры. Например, вот эта вот фигура называется дракон. Очень многие туристы любят ее ходить фотографировать. Добраться туда вообще невероятно сложно. Это самый север Пермского края, от Перми это порядка 500 километров. То есть до Вишерского заповедника нужно добраться сначала на машине, потом водным путем 100 километров, а потом 200 километров протопать по горам. То есть обычно на такие походы рискуют пойти только туристы первой категории, потому что это действительно невероятно сложно, это, как правило, поход на 2 месяца. Обратите внимание на эту фотографию. Ну тут подсказка опять уже есть. Что на ней вы видите необычного? Что на ней заметили необычного, кроме вот этого замечательного дракона? Черная пирамида, совершенно верно, да. Мы тоже обратили внимание, увидели, какая-то пирамида стоит.
начали общаться с туристами. Оказывается, действительно, гора называется гора Пирамида. Самое, что интересно, она черная. Вот если мы вернемся на несколько слайдов назад, я специально сейчас это сделаю. Обратите внимание, совершенно черная гора. Мы к ней вернемся, я расскажу, почему все это так выглядит. Именно в районе этой горы Том Заморин нашел множество пирамид и артефактов и встретился, как он это называет, в интервью это потом услышите, лучше не рассказывать, лучше послушать эмоции человека. Он встретился там с хозяином этого места, как он его называет. Может быть, это снежный человек, как мы называем, может быть, это какие-то третьи силы, но тем не менее, этот человек, который не боится ни медведей, ни волков, там, ни тех старателей, которые сами по себе представляют достаточную опасность. Когда я с ним общался и брал интервью для своего фильма, эмоций было море. То есть даже по прошествии 2 лет после встречи вот с тем явлением, свидетелем которого он стал, он до сих пор его и переживает, и оно оставило очень глубокий след в нем. А самое интересное, он рассказывал, что я, говорит, хотел подойти вот к этим площадкам, посмотреть, как они выглядят, но возникло очень странное чувство, как будто кто-то сказал: не ходи туда. И этот человек, который не боится в одиночку ходить по горам, который берет с собой провизию на неделю, не знает, сможет ли он там найти что-то еще, он туда не пошел. Вот он в этом году собирается туда пойти, где-то в июне он обычно выходит и приходит уже где-то в конце июля. То есть он хочет все-таки туда взять с собой еще одного товарища и попробовать вот это место уже исследовать полностью. Возвращаемся к нашей черной пирамиде, горе Пирамида. Вот так она выглядит. Обратите внимание, если мы посмотрим на соседние вершины, это, как правило, не то чтобы бесформенные, но, скажем, не геометрически правильные вершины. Здесь мы видим четкая равнобедренная пирамида. Интересно, в основании этой пирамиды раньше находился рудник. Причем вся вот эта пирамида, она состоит из кварцита. Есть такой забавный материал, минерал. Сам по себе кварцит очень интересный. Когда мы занимались исследованием в аномальной зоне Малевка, наверное, тоже слышали, такое место есть забавное. Очень многие явления там происходят именно потому, что есть там такой минерал кварцит, который сам по себе при определенных условиях, при сжатии горных пород, накапливает статическое электричество. То есть фактически является неким резонатором и накопителем энергии. А вся эта гора, она сама по себе из кварцита состоит. И при определенных условиях эта статическая энергия, она начинает стекать в атмосферу. Причем возникает ряд интересных визуальных эффектов, это или шары, или свечение. Плюс при этом идет еще некоторое воздействие на людей. То есть люди начинают испытывать страх, испытывать определенные физические ощущения. То есть это бывает или покалывание, или у людей, у которых, предположим, проблемы с сердцем, они начинают чувствовать некоторую неправильную работу сердечной мышцы. Кто разрабатывал этот рудник, тоже мне узнать не удалось. Опять же, очень плотно общался с кафедрой геологии, потому что, в принципе, у них там данных очень много. По крайней мере, по 20 веку данных мне найти не удалось. Примерно месяца 2, наверное, 3 рылся в архивах, есть такая интересная царская археологическая комиссия, которая была организована в конце 18 века. Данных там таких тоже нету, но рудник очень старый. Причем, что интересно, перед рудником, вот здесь на фотографиях не видно, там есть такая забавная долина, которая носит совершенно непонятное название, называется Долина Смерти. Название тоже объяснить никто не мог. Есть некоторые легенды, которые говорят, что якобы когда-то, давным-давно, сошел селевый поток с этой горы, хотя в принципе там, как правило, снега нету, вершина, как правило, всегда чистая, но, по крайней мере, туристы так рассказывают, которые там бывают в разное время года. Якобы там погибли какие-то люди. Что-то, знаете, такое связанное с перевалом Дятлова. В прошлом году, когда мы вот эту всю тему подняли и начали смотреть, если подобные непонятные мегалитические объекты, скорее всего искусственного происхождения в Пермском крае, неожиданно узнали, что в районе Свердловской области есть очень интересное место, которое называется Чертово городище. Чертово городищ у нас в России много. Как правило, это место, которое связано с какими-то либо древними верованиями, либо с какими-то ритуалами, либо с какими-то капищами. Место очень странное. Во-первых, когда туда приходишь, возникает такое чувство, что ты пришел в древний город. Вот тут, к сожалению, плохо видно фотографии, дальше будет хорошо видно.
Вот представьте себе, стоит ряд многоэтажек, но они стоят неровно, они стоят как бы одна ближе, другая дальше, одна ближе, другая дальше. И вот здесь точно такое же явление. То есть вот эта стена состоит как бы из вертикальных таких столбов. Один столб углублен на 2 метра вперед, другой выдвинут на 2 метра назад. И вот эта стена высотой примерно порядка 30 метров, то есть это порядка 12-этажного дома, она полностью ровная. И самое интересное, когда мы проводили замеры, она строго ориентирована с юга на север. Если мы посмотрим основание, вот любой геолог скажет, да, возможно, это, я, к сожалению, не помню сейчас, как это называется, геологи есть здесь? Нету геологов, да? Геологи скажут, что это воздействие эрозии, воздействие, скажем так, определенных геологических процессов, когда порода трескается. Но если мы посмотрим на следующий кадр, мы увидим. Это похоже на треснувшую породу? Не очень. Давайте на следующий кадр. Основание вот этой конструкции выложено вот такими совершенно правильными ровными блоками. Причем здесь даже вот видно какие-то камешки подложены. Буквально где-то, наверное, до 3-4 венца идут вот такие вот совершенно правильные обтесанные блоки. Дальше, что интересно, между некоторыми блоками до сих пор прослеживается некий скрепляющий, ну, назовем опять же условно раствор. То есть некая субстанция, которая придавала прочность данной конструкции. До сих пор она сохранилась, несмотря на то, что эта конструкция может быть десятки, сотни, а может быть и миллионы лет, тем не менее раствор сохранился до сих пор. Вот не обращайте внимания на эти крючки. Место популярное среди туристов, они туда, как правило, приходят и занимаются там скалолазанием. То есть там крючков на самом деле очень много. К сожалению, очень много там вандальных надписей. Здесь был Вася, здесь был Петя. А вот что лежит вокруг этой конструкции. Очень много совершенно правильных плит, явно не природного образования. Их, я вас уверяю, там несколько десятков и может быть даже сотен. Мы, к сожалению, весь объект не смогли обойти, потому что вот эта вот стена чертова городища, она тянется по вершине хребта на расстояние порядка, ну сколько мы смогли пройти, 300 метров. Причем местами, сейчас я на фотографиях вам покажу, она пробита. То есть такое впечатление, что пришел какой-то великан, взял большой молот, ударил по этой скале, и камни просто вылетели на другую сторону. Сейчас вы эти камни увидите. Вот как эта конструкция выглядит с той стороны. По законам инерции маленькие камни лежат выше, ближе к вершине, более крупные они улетели вниз. Создается впечатление, что вот эта конструкция, возможно, в древности, давайте пофантазируем, это была какая-то либо оборонительная стена, либо это был, может быть, какой-то древний форт. Подверглась либо стихийной силе разрушения, возможно, приливная волна, возможно, землетрясение, возможно, что-то еще. Либо здесь проходила какая-то глобальная война, то есть, возможно, это была линия обороны. Давайте так это предположим. Вот как это все выглядит сверху. Причем, что интересно, когда мы поднялись на вершину там подняться очень, очень просто. Вот здесь как раз в зале присутствует мой друг и коллега Игорь Соколов, он как раз вот, Игорь, пока подними руку, чтобы люди потом могли тебе вопросы задать. Он как раз на эту вершину лазил и не даст мне соврать, что вот по всему верху идет площадка, на которую подняться можно без технических средств, чисто за счет мускульной силы. Там идет площадочка и небольшой такой бортик. То есть такое впечатление, знаете, как делают бруствер, чтобы можно было подняться, сверху посмотреть, но при этом в тебя ничего не прилетело. Там ни камень, ни прыща, ни стрела, ни какое-то, возможно, там древнее оружие, про которое мы не знаем. Вот Игорь как раз стоит. То есть вот с этой стороны, то есть с той стороны, со стороны, скажем так, западной стена ровная, а сзади очень много технологических площадок, с помощью которых можно взобраться на любую высоту. Причем, что самое интересное, среди многих камней именно сделаны круглые такие отверстия, на видео вы потом увидите, через которые можно либо наблюдать, либо производить какие-то там, предположим, военные действия, там, или стрелять, или что-то делать еще. Вокруг этого объекта очень много, это не дольмен, просто фотография большая, это структура примерно метр на метр. Вокруг этого объекта очень много вот таких вот непонятных каналов. Возможно, это водоотводы, возможно, это что-то еще, но именно два ровных камня обтесанных, и сверху они чем-то закрыты вот такой площадочкой.
Еще один очень похожий интересный объект находится тоже в Свердловской области, называется это место Попов остров. Обратите внимание, вроде бы бесформенный камень, следы явно технологической обработки, вот специально тут даже обвел. Либо это сверло, либо, как мы, может быть, с вами придем к выводу в конце моей лекции, возможно, это следы какого-то внешнего воздействия. Обратите внимание, очень интересные такие камни. Либо здесь производились, опять же, скажем так, работы по добыванию камня, как это обычно делалось в древности, сверлились отверстия, потом забивался туда кол, намачивался водой, и под воздействием расширения дерева камень просто раскалывался пополам. Тоже Попов остров четко прослеживают ступеньки. Обратите внимание, вот я вас хочу сразу акцентировать вот на все вот эти вот круглые непонятные отверстия, это очень важно, обратите на них внимание. Вот такие вот круглые каверны, они присутствуют на всех объектах мегалитических, что в России, что в Египте, что в других местах, что в Мачу-Пикчу, они есть везде. Как правило, эти объекты разрушены. Почему это, мы сейчас с вами поймем. Горную Шорию, наверное, слышали. Георгием Сидоровым, наверное, тоже вы все интересуетесь. Если интересуетесь, очень рекомендую посмотреть. Тема горной Шории, она возникла буквально осенью прошлого года. Находится она под Томском, недалеко от Томска, в лесах. Объект интересен чем? Что в отличие от Баальбека, здесь блоки представляют собой не 1000 тонн, как в Баальбеке, а намного больше. Там, скорее всего, наверное, десятки тысяч тонн. Внешняя стена состоит из блоков размером по высоте минимум 5 метров, высотой 10 метров. Блоки перекрыть, и вот отдельно блок, скорее всего, или сброшенный опять же какой-то внешней силой, к этому мы сейчас подойдем, либо просто, может быть, его не успели в результате строительства построить, поставить на место. Опять же горная Шория. Классическая, как называют, пластилиновая кладка. То есть, опять же, мы уже прекрасно видим, что это не следы какого-то геологического разрушения, не следы мегатрещиноватости, как говорят геологи. Здесь явно какая-то неизвестная нам технология обработки камня. Причем, видите, здесь даже по краям сняты фаски. Составляли блоки, каким-то непонятным образом камни или размягчали, или, возможно, это даже вообще не камни, а как даже вот сейчас говорят египтологи, когда говорят, как же строились пирамиды, что, возможно, использовался какой-то очень хитрый композитный материал. То есть сами блоки не вырубались, а заливались на месте. Возможно, здесь используется такая же технология. И опять же мы видим вот эти непонятные круглые отверстия, каверны, которые в изобилии там везде присутствуют. Историки, как правило, говорят, что это жертвенные места. То есть здесь либо разводили какой-то жертвенный огонь, либо сюда наливали кровь, если проводили какие-то там обряды жертвоприношения. Но, скорее всего, это не так. Сейчас мы с вами к этому потихоньку подойдем. Опять же, я специально привел эту фотографию. Точно такие же непонятные какие-то или водоводы, или отверстия, возможно, для подачи воздуха куда-то в глубину. То же самое, что мы видели с вами только что в районе Чертова городища. Опять же, горная Шория. Очень интересные, непонятные такие выщерблены. Геологи объяснить мне, к сожалению, не смогли. Общался с разными, и с кандидатами наук, и со специалистами, которые непосредственно работают в геологических партиях. Версий очень много, но четко, вот что вот это за выщербленное, объяснить никто не смог. Причем вот такие же круглые отверстия, потеки гранита находятся и, опять же, и в Мачу-Пикчу, и в горных районах Пермского края, где присутствуют такие непонятные мегалитические сооружения. По некоторым версиям это остатки древних медиплавильных заводов, как вариант. Но версия не выдержит критики банально по той причине, чего мы здесь не видим. Если это медиплавильный завод был древний, что мы здесь не видим? Даже не печей. Чего? Копоти. Нет копоти, никакой копоти. Если мы говорим об огне, о каком-то медном производстве, здесь, по крайней мере, должны следы быть горения. Следов горения нет.
А теперь посмотрите вот на этот интересный снимок. Высота примерно 5 метров, гранитные блоки, из которых был сложен вот этот грандиозный мегалитический комплекс, под воздействием какой-то очень высокой температуры, они не просто сплавились, они потекли. Вот один гранитный блок, другой гранитный блок. Даже четко видно, что гранит здесь плавился и кипел. Вот они, эти вот гранитные стяжки. То есть была какая-то очень сильная высокотемпературная реакция в этом месте. И обратите внимание, даже спустя многие десятки, сотни или тысячи, или может быть миллионы лет, до сих пор здесь остались следы копоти. То есть что-то здесь горело, гранит плавился. Или это была природная катастрофа, или это была искусственная катастрофа. Сейчас мы с вами подумаем вместе. Когда мы вот эти все объекты нашли, в конце я вам покажу карту, нанесли мы эти все объекты на карту, мы начали думать, что же могло произойти. Как могла быть уничтожена вот та цивилизация, или просто отдельные объекты, которые находились в Уральских горах. Первое предположение, которое мы выдвинули, естественно, это был ядерный взрыв, потому что об этом говорится и в Махабхарате, и в других известных исторических трудах, о невероятном оружии, о каких-то очень странных стрелах, которые метал Арджуна во время боя на поле Курукшетру. И действительно, находятся в районе вот именно данных мегалитических объектов большие области, которые не зарастают лесом. Вот как раз в районе Тулыма мы нашли очень странный такой вот глиняный пятачок размером около километра, уже заболоченный. Лес там не растет. Хотя, опять же, кто ходил в походы, знает, что даже на болотах, даже в тех местах, где есть вода, в любом случае появляется какая-то растительность. Здесь полностью просто уничтоженный, причем самое интересное, именно вот круглый такой пятак земли. И таких пятаков очень много. Для примера обратите внимание вот на эту фотографию. Дальше вам будет понятно, что это такое. Это последствия ядерного воздушного взрыва, который был сделан 50 лет назад. В 50-е годы были проведены, обычно про это не афишируют, не говорят, проведены были 3 ядерных взрыва в районе Якутии. Один был взрыв сделан осенью, другой зимой и 3-й весной. Зачем это делать? Взрывы производились на высоте порядка километра, изучалось воздействие радиоактивных вот этих всех осадков на почву. Почему сделали осенью? Еще свежая растительность, никакого нет снежного покрова. Зимой сделали для того, чтобы посмотреть, как радиоактивные осадки впитаются в почву, какая будет ширина поражения. Ну и весной на уже пропитанной, скажем так, влагой почве на тайне тоже сделали взрыв. Вот это вот взрыв был сделан именно зимой. Самый большой фактор поражения. Радиоактивные осадки выпали на снежный покров, и весной, соответственно, все это растаяло, и почва была уничтожена на достаточно большую глубину. 50-е годы, снимок сделан, я специально с Google его обновлял, вот этому снимку полгода. То есть по прошествии 65 лет до сих пор там ничего не растет. И, скорее всего, не будет расти еще в ближайшие лет 200-300, а может быть и больше. Потому что мы не забываем, что там месячная мерзлота, и, соответственно, все эти радионуклиды, они, проникая там на глубину, по-моему, вечная мерзлота там начинается на глубине уже порядка 30 сантиметров, то есть все вот эти осадки остались на небольшой глубине и, соответственно, будут препятствовать возникновению любой растительности. Нашли мы очень много интересных озер, опять же, расположенных в местах тех мегалитических объектов, которые нам присылали. Это и Кварпуш, это и Тулымский камень. Те, кто знаком, скажем так, с последствиями взрыва большой мощности, знают, что, как правило, когда происходит при почвенной зоне взрыв, в центр выпадает, представьте, поднимается гриб, вот этот ядерный, он с собой поднимает, естественно, большую концентрацию земли, все это потом опадает в виде вот такого островка. То есть любой специалист по ядерным взрывам, увидев вот такой озеро, скажет, да, здесь был какой-то очень большой мощный взрыв. Обычно образуются вот такие островки. Нашли очень много интересных таких вот озер, диаметров от 100 до 500 метров, опять же в тех районах, где мы находили данные артефакты. То есть такое впечатление, что действительно в тех местах проводилась какая-то не просто глобальная, а широкомасштабная война, которая отразилась в легендах и Урала, в легендах Якутии, в легендах Кольского полуострова.
Начали, когда мы искать информацию по возможным следам древней войны, нашли интересные данные о том, что примерно 15 лет назад итальянские исследователи, которые также занимались проблемой древней истории, совместно со специалистами НАСА проводили спутниковый мониторинг поверхности Земли. Именно на предмет того, остались ли какие-то искусственные взрывные кратеры. Вот как раз несколько этих кратеров на снимке я вам показываю. Это район Африки. Если интересно, координаты могу потом дать. Аналогичные кратеры остались район Иркутска, район Якутии. Вот один из таких кратеров, это как раз Якутия. Изначально коллеги из польской экспедиции, которые поехали вот именно в Якутию искать котлы 6 лет назад, общался с ними, передали они мне данные. Они предполагали, что в этом месте затонул котел. Это вот как раз то, о чем мы с вами только что говорили. Это Елеу-Черкичех, где по легендам якобы существовал какой-то древний подземный город. Но в итоге изучение оказалось, что это именно не метеорит, а именно какой-то непонятный взрывной кратер. Вот это как раз эта вот карта тех взрывов, которые произвелись в 50-х годах. Вот один атомный взрыв был. Ширина поражения порядка 40 километров. Еще один взрыв. И еще один взрыв. Якутск, он вот тут примерно в 500 километров. Вот тут Якутск находится. Если мы говорим о глобальной войне, которая, в принципе, отражена и во многих легендах, и во многих древних писаниях, можно вспомнить Содом и Гоморру. Те, кто читал Библию, помнят эти два легендарные города, которые в результате того, что вели неправедный образ жизни, подверглись каре Господней, но тем не менее один из жителей смог народ увести и потом все это описал. Самое, что интересное, не знаю, знаете ли вы или нет, информация, она в российских СМИ еще пока не представлена. Вот эти материалы я брал у коллег из Израиля. Я не знаю, почему об этом не говорят. Хотя Содом и Гоморра, вот эти вот разрушенные города, сейчас там дальше будет больше фотографий, нашли уже в конце 19 века. Но только 10 лет назад начали проводить там уже какие-то серьезные исследования. Израиль, она вообще страна очень интересная в плане истории. Там некоторые аспекты изучения древней истории, скажем так, не приветствуются, а они, скажем так, афишируются вовне. То есть то, что происходит в Израиле, как правило, остается в Израиле. Поэтому вот эта информация, как правило, доходит до нас в виде каких-то материалов с Фейсбука, в виде личного общения. Ну и вот как раз вот эти вот фотографии получила вот именно непосредственно от исследователей, которые занимались там археологическими исследованиями порядка 5 лет назад. Похоже это на природное образование, как вы думаете? Нет. Не похоже. Давайте посмотрим дальше. Это тоже находится в районе Содома и Гоморры. Если пофантазировать, можно представить, что это либо сфинкс, либо какая-то колонна. Вот тоже, видимо, либо какой-то был храм, причем тут даже вот какие-то остались элементы декора. А вот как выглядит Содом и Гоморра сейчас. Четко видно, что это был город. Вот здесь раньше текла река, на старых картах, кстати, она обозначена, это там действительно была река. То есть город разделялся на две части водоразделом. Одна часть города, другая часть города. А теперь обратите внимание. Посмотрите, какая интересная вот эта вот стеночка. Если мы говорим о стандартных геологических образованиях, ну, те люди, которые близко не знакомы с геологией, можно представить геологические, скажем так, наслоение в виде такого бутерброда. То есть слой за слоем, слой за слоем. Что мы видим здесь? Мы здесь видим какую-то непонятную вот такую вот игру каких-то высоких температур. То есть весь рельеф, такое ощущение, что здесь что-то кипело, а потом это все застыло. Вот здесь вот специально хорошо видно. Причем вот эта вся поверхность представляет пепел. У меня есть интересная фотография, где исследователь подходит и просто вот эту вот часть осыпает. То есть все вот это пепел, который пронизывает камень на глубину примерно сантиметров 20. То есть вся вот эта вот поверхность, она просто сгорела и оплавилась под очень высокой температурой. Я, к сожалению, не запомнил, я не физик. Есть очень хорошее физическое объяснение вот этого процесса. То есть
камень, гранит и любой камень, вот именно вот с таким образованием таких шлейфов плавится при температуре порядка 3000 градусов. То есть он начинает просто кипеть и течь. Ну, естественно, мы уже понимаем, что от людей там ничего не остается. Металл, естественно, тоже полностью выгорает. Потому что если мы возьмем даже самый наш тугоплавкий металл, это вольфрам, он плавится при температуре 2300-2400 градусов, соответственно, там плавится все. И остается только вот такие вот изваяния, которые, да, действительно напоминают город. Город там и был, причем город был очень большой. Очень интересные непонятные вкрапления, вот такие вот в камнях, которые нашли во время первой экспедиции 10 лет назад. Сначала не могли понять, что это такое. Потому что вот все, вот даже вот возьмем вот эту стенку, вот какие-то там камушки непонятные. Причем в некоторых местах гранит проплавлен на глубину порядка 5-10 сантиметров. Представляете, что такое проплавить гранит на глубину 5-10 сантиметров? Какая должна быть температура? Начали изучать. Видите, вот все вот прямо это самое, как такими вот оспинками все усыпано вот такими. Почему я обратил ваше внимание, когда говорил несколько минут назад, обратить внимание вот на эти круглые каверны, которые есть в камнях. Они, посмотрите, похожи на то, что мы видели с вами ранее, только у них размер немножко побольше был, здесь не поменьше. Вот эти вот белые шарики – это сера. Давайте вспомним с вами Библию. Библию помните? Что нам рассказывает Библия про Содом и Гоморру? Когда Бог обрушил свой гнев на Содом и Гоморру, чем он засыпал? Да, огнем и серой. Это действительно сера, но у этой серы есть одно очень забавное свойство. В природе сера встречается с частотой, ну именно как сера, как минерал, с частотой порядка от 30 до 40% чистоты. И все, что выше, это уже химическая модификация, то есть очистка серы идет, как у любого металла. Когда начали исследовать вот эти шарики, данные эти есть в интернете, их можно спокойно взять, если будет интересно, я вам подскажу, где это взять. Вот у этих серных шариков частота 95%. То есть мы уже говорим о том, что, во-первых, это искусственное образование, но у них есть еще другое забавное свойство. Они химически модифицированы таким образом, что температура горения такого шарика составляет от 3,5 до 4000 градусов. А вот этими шариками там усыпано фактически все. То есть фактически получается, что библейская легенда не просто нашла свое подтверждение, мы видим, как это было сделано. То есть было некое оружие, ну назовем его условно оружием Бога, карой Господней. Да. Раз горит вот это, а представляете себе, посмотрите, сколько их много. То есть когда вот такой вот сноп, фактически это напалм. То есть когда такое, а сера горит достаточно долго, кстати, тем более химически модифицированная. Когда вот такой сноп огня падает на землю, возникает в припочвенном слое температуры порядка 3000 градусов, возникает, естественно, определенная волна, которая, скорее всего, еще гонится ветром. То есть у нас фактически идет стена огня, которая выжигает все. И горит это все, ну, возможно, даже там 5, 6, 10 часов. Соответственно, у нас от города остаются вот именно вот такие вот руины, которые мы видим сейчас. А теперь давайте посмотрим. Вот израильские коллеги, они попытались представить, как могли выглядеть те сооружения, когда они были не разрушены. В принципе, и похоже, и соответствуют вот именно и египетской, и вот именно той технологии постройки сооружений, которая существовала как раз на тот период 3-4 тысячи лет назад, когда библейские события описывают уничтожение Содома и Гоморры. Ну, то в принципе даже фантазировать не надо, это и так все видно. Посмотрите. Я тут немножко слайды перепутал, извиняюсь. Вот чтобы вам проще было, чтобы вы вспомнили, специально вместе всего один слайд свел. Это вот Содом и Гоморра сера. Это горная Шория. Это то, что находится у нас в районе Тулымского камня. То есть тут, видимо, либо технология была другая, либо оружие использует другое. Но, скорее всего, вот это тоже следы того термического воздействия, в результате которого данные объекты были разрушены. Может быть, использовали вот то оружие, которое описано в Махабхарате. То есть там не ядерное оружие, то есть там именно какие-то стрелы, которые сильно громыхали, после которых там проходила волна огня, но при этом люди не болели, то есть не оставалось никакого радиоактивного заражения. То есть какое-то было то оружие. Кстати, интересно, немножко отвлекусь, есть такой очень забавный трактат Виманика Шастра, наверное, вы о нем слышали. Это тот трактат древнеиндийский, его перевели там буквально лет 20 назад, который описывает, как нужно правильно строить летательные аппараты, как на них нужно летать, как нужно готовить древних пилотов и, что самое интересное, как их нужно ремонтировать.
То есть это говорит о том, что это техническое средство, которое может ломаться, которое может каким-то образом обслуживаться. И там вот тоже было очень интересное оружие, которое позволяло и сжигать целое войско одним выстрелом, и ослеплять это войско, не убивая его, и вплоть до того, что даже обездвиживать. То есть какие-то, видимо, психотронные, как мы сейчас скажем, средства были какие-то, возможно, какие-то другие. Но, тем не менее, вот я все-таки, скорее всего, не соглашусь с историками, что это были какие-то ритуальные чаши. Я считаю, что все-таки это именно следы и последствия какой-то глобальной войны, которая разворачивалась в прошлой цивилизации, которая была до нас. Как говорят сейчас, пятая цивилизация. Но я считаю, что цивилизация была намного больше. Просто мы, скажем так, помним только вот какие-то 5-6, то, что можем сейчас раскопать. Есть забавное выражение у нашего народа, называется, как оно звучит, камня на камне не осталось. Вот вы задумались когда-нибудь об этом выражении? Что разрушено так сильно, что не осталось даже камня на камне. То есть, видимо, шли такие глобальные войны, которые не оставляли после себя вообще никаких следов. Вернусь сейчас назад. Возвращаясь к легендам, которые нам говорят, что да, действительно существовала какая-то неизвестная цивилизация, и в Уральских горах, и на территории Сибири, нужно вспомнить, есть у нас такое интересное место, Полюдов камень. Знаменито оно тем, что там находится один из самых знаменитых так называемых следовиков в мире. Следовик — это такая вдавленность камня, которая полностью напоминает антропоморфный след человека. Причем добраться туда крайне сложно. Вот, чтобы туда дойти, нужно вот от этой точечки, вот только сюда можно доехать на машине. А вот сюда это 8 километров. Причем это все в горку. Топать, топать и топать. Сам следовик, он находится на вершине Полюдова камня. Причем вот даже не тут, а вот на нижнем уступе. То есть туда еще нужно умудриться спуститься. А там стенка вертикальная, порядка 50 метров. Вот как выглядит этот следовик. То есть, да, действительно какая-то непонятная такая вдавленность, которая похожа на ногу. Причем, что интересно, здесь не могла ни капать ни вода, ни, скажем так, ни ветер это не мог сделать. То есть, это такое впечатление, что был разогрет камень или там подвергнут какой-то модификации, и просто как будто туда кто-то наступил. С этим камнем связана очень интересная легенда о великанах Полюде и Пеле. Это чисто, скажем так, уральские легенды о двух великанах, которые любили девушку Вишеру, которая стала впоследствии, и в ее честь назвали реку Вишера, которая у нас течет на Урале. И легенда говорит о том, что в стародавние времена, к сожалению, датировки не сохранились, потому что это было так давно, что уже никто не помнит, на Уральскую землю пришел какой-то непонятный враг. И вот эти два великана встали по двум сторонам гор, на гору Полюд и на другую гору, бились несколько дней, кидали камни, которые вот образовали вот такую вот забавную небольшую гору посреди реки Вишеры. Но ворога было так много, что великаны не справлялись, камней уже не хватало, и тогда великан Пеля поднялся на гору Полюд, топнул ногой, произошло землетрясение, и всего ворога завалило. Легенда, конечно, очень красивая, если бы у нее не нашлось одно забавное подтверждение. Опять же, если мы говорим о уральских легендах, есть еще, это мы с вами сейчас говорили о великанах так кратенько, но есть еще одна интересная цивилизация, которую, наверное, тоже все слышали, называется она Дивьи люди. Это такие небольшие существа высотой примерно 1,5 метра, которые по легендам населяли Пермский край и Уральские горы. О них в свое время писал и Бажов, то есть о них можно почитать и в бажовских сказах. И есть очень интересная пещера, Дивья пещера, которая до сих пор полностью не изучена. Разведанные ходы тянутся на глубину примерно 8 километров, что происходит дальше, никто не знает. Вокруг этой пещеры постоянно происходят какие-то непонятные явления. То видят каких-то маленьких человечков, то вылетают какие-то там огненные шары, то из пещеры слышатся странные звуки, то в некоторых гротах людям вдруг становится страшно так, что они просто в ужасе оттуда убегают. Это, можно сказать, предположим, связано с инфразвуком. Тут можно как-то еще объяснить.
Общался я буквально в том году с человеком, совершенно далеким от мистики. Ну, мы все люди, вот я часто ли ввожу людей в аномальную зону. Человек, когда приходит в какое-либо аномальное место, какие мы бы с вами не были прагматики, мы подневольно всегда готовимся к какому-то чуду. Потому что в каждом из нас все еще сидит ребенок. Как бы мы этого не хотели, мы всегда хотим какого-то чуда, какой-то сказки. Соответственно, люди впечатлительные, которые приходят в какое-то место, про которое они что-то слышали, они психологически уже настраиваются на встречу с чем-то непонятным, и любая коряга, любое там свечение в ночи может быть интерпретировано как что-то аномальное. Но тут я общался с человеком, это подполковник милиции, мы с ним случайно познакомились, неважно как. И как-то вот разговорились на эти темы, он мне рассказывает: знаете, Николай, у меня вот есть брат, и у нас вот летом, когда наш милицейский отпуск наступает, мы очень любим уходить вот именно в такие далекие места, где нет людей, но просто нравится им. Это, как правило, опять же, север Пермского края, где там уже только медведей можно встретить. И вот у них было несколько таких забавных случаев. Мы, говорит, один раз сидим у костра, и вдруг, говорит, к нам выходит из леса дедушка. Мы прекрасно знаем, что до ближайшего поселения километров 100, там нет ни староферов, ни отшельников, там вообще дорог нет. То есть они туда вообще приплыли на лодке, поднялись на моторе, порядка 50 километров вверх, поднимаясь, туда вообще дорог нет, даже лесовозок старых. Выходит дедушка, и, говорит, было очень странное чувство. Мы, говорит, даже не то, что не удивились, у нас не возникло желания спросить, кто он такой. Причем, говорит, он уже когда ушел, осталось странное чувство. Он, говорит, очень странно пах. Вот как он назвал, как-то слово такое интересное назвал. Смысл того, что он пах вот именно лесом, медом и вот каким-то таким разнотравьем. То есть вот как будто, знаете, вот к вам лес пришел, посидел с вами рядом. Разговор вообще ни о чем был у костра. То есть спросил, кто вы, зачем пришли. Ну ладно, ребятки, то вы тут ведите себя хорошо, лес берегите, и ушел. Причем вот таких рассказов очень много. В том году тоже познакомился с интересным человеком. Он у нас живет в Коми-Пермяцком автономном округе. Недавно его к нам присоединили, этот округ. А он сам по себе, чем этот округ интересен, он такой, всегда там какие-то легенды, какая-то мистика, то там снежные люди, то там какие-то человечки непонятные. А он охотник, зовут его Василий. И он тоже мне рассказывает, мы с ним познакомились. Я, говорит, раньше никому не рассказывал, но, говорит, вроде как бы ты этим интересуешься, я, говорит, тебе расскажу. Я, говорит, так хожу потихоньку немножко браконьерю, и вот у него есть место прикормленное, кабанчиков он отстреливает. У меня, говорит, такой небольшой лабазик на дереве, я, говорит, там с ружьишком засел, жду, когда кабанчики выйдут. И вдруг, говорит, с удивлением вижу, идут какие-то маленькие человечки, высотой где-то 1,20 м, какие-то одежды такие непонятные шаманские. Как он написал, говорит, одежда, говорит, очень странная, вот из каких-то лоскуточков таких, то есть вот что-то как будто так непонятно с чего сшито. Они прошли мимо меня и куда-то ушли, совершенно интересно. А место это как раз связано с так называемыми чудскими колодцами. Я вам все просто рассказать не могу, это на самом деле можно очень много долго рассказывать. Но есть такое у нас место, чудские колодцы, про них тоже как-то очень мало пишут. Это такие вертикальные дыры в земле, как будто просверленные, назовем так, лазером. Уходят на совершенно непонятную глубину, некоторые из них затопленные. Вот с исследователями мы ездили, пытались замерить. Вот нас, насколько веревки хватило, мы ее на 100 метров опустили. И как бы... А дырка вот реально такая круглая. То есть вот как будто взяли какой-то здоровенный такой бур диаметром сантиметров 50 и просто туда пробурили. Сколько туда уходит, непонятно. А с этими местами связаны интересные легенды о древних чудских городах, что вот именно где-то там на большой глубине, когда чуть ушла под землю вот этот древний народ, вот они обосновались в Уральских горах. Кстати, об этом пишет и Бажов. По поводу чуди есть очень забавная легенда, которая частично подтверждает то, что на территории Урала могла быть какая-то глобальная война. А осталась эта информация в мифологии. Говорится о большой такой войне между земными народами, которыми руководил Дый, и небесным войском, который привел Сварог. Сварога, наверное, слышали. Вот по легендам, прилетело небесное воинство Сварога, очень долго бились земными людьми под предводительством Дыя, в результате Сварог победил, и Дый с дивами, еще один народ был, вынуждены были уйти в Уральские горы. Естественно, если была какая-то глобальная битва, о которой вот мы с вами уже видели и немножко имеем представление, отразилось она в легендах, действительно могло быть какое-то глобальное такое сражение. Кстати, точно такие же легенды есть в якутском эпосе «Алгуй». Там тоже говорится о том, что
земной народ якутов, наблюдал сражение между небесным воинством и какой-то непонятной другой цивилизацией. Сражение происходило непонятно когда, тоже датировка не сохранилась. Такие же легенды есть у нойдов и саамов, которые проживают на Кольском полуострове. Саамы и нойды — это как раз хранители древних знаний, скажем так, назовем их шаманами. У них тоже есть такие легенды, которые... Не будем даже сейчас говорить о Гиперборее, потому что про нее говорят много, но легенды такие, тем не менее, существуют. Скажем так, одно из материальных подтверждений того, что да, действительно, на территории Урала могла существовать какая-то цивилизация, которая, по крайней мере, по антропоморфным параметрам была как минимум на метр, на полтора выше людей. В Кожвельском музее, это опять же Кудымкарский район Пермского края, хранится такой забавный артефакт. В открытом виде, туда любой желающий может приехать его посмотреть. Это клык человека. По виду вроде бы обычный клык, все было бы ничего, но он в 1,5 раза больше обычного человеческого клыка. Нашли его случайно. Вокруг Пожвы находится очень много древних могильников, которые в настоящее время подмываются водой речной и просто разрушаются. То есть можно, ходя по берегу, там найти и древние монеты, и украшения, и останки людей. И как раз среди, скажем так, одного из таких разрушенных могильников был найден такой непонятный зуб. Это о том, что действительно великаны могли существовать. А это вам немножко, скажем так, та информация, которую я показываю вам впервые. Вы можете порадоваться. Даже еще в печать не пускал. В январе этого года ездили мы с командой РНТВ, снимали одну из передач для РЕНа в Каменном городе. Тоже очень интересное место в Пермском крае. Само по себе очень необычно. Игорь, я тебя не возил, по-моему, в Каменный город? Не доехали мы с тобой туда, да? Если помните, был сериал такой «Хребет России», года 2 назад выходил. Там как раз 3-я серия, она начинается с того, что съемки идут в Каменном городе. Каменный город — это, скажем, такой горный массив, который пронизан такими именно улицами. То есть стоят такие здоровенные глыбы метров по 50, по 100 в поперечнике, и между ними улицы. Причем некоторые глыбы, видно, что это не просто искусственно, обработаны. На любую вершинку можно подняться. По легендам, в древние времена там как раз находился один из форпостов чуди чудского народа. В том числе там и святые места были. А сейчас туда уже дорогу подвели, там просто мимо дорога проходит к одному из городов. А так это была такая заповедная глухомань, что от ближайшего поселка километров 50 надо было идти. И во время съемок совершенно случайно я проходим мимо скалы и смотрю, что-то непонятное из скалы торчит. Причем это именно торчит. Обратите внимание, совершенно, кто знаком с историей и с отображением древних символов, это классический символ отображения чего? Или кого? Кто знает? Что обычно таким? Это женщину обычно таким символом отображали. Это классическое изображение женщины в древнем мире. Причем изображение нанесено совершенно непонятным образом. Оно не выбито, а оно такое ощущение, что была какая-то такая форма, причем эта поверхность, это не камень, это похожий металл. Мы пытались отскрести ножом кусочек для анализа, у нас в итоге нож затупился, то есть мы отскрести, отколоть не смогли. На следующем снимке хорошо видно. Видите, оно выступает из скалы. То есть это некая какая-то формация, которая была вдавлена в скалу из непонятного материала. Далее, когда начали обследовать это место, нашли очень интересную пещеру со скальником. Стоит так называемый алтарный камень. Кто знаком с историей, знает, что такое алтарные камни. Причем совершенно из другого материала. И сверху, тут я специально сфотографирован, выбито отверстие. Мы специально сидели, ждали, когда пройдет солнышко. Ровно в 12 часов оно встает здесь. И, скорее всего, мы были зимой. То есть, если это было летнее время, скорее всего, свет солнца отсюда падал бы как раз на эту алтарную часть. Исследовать еще предстоит, я думаю, мы летом туда вернемся. Просто нашли буквально в январе этого года, пока информации еще мало, вам первым рассказываю. А теперь давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. У нас Тулымский камень, с которого у нас началась история, где был найден первый артефакт. Полюдов камень. Полюдов камень, это я вам показывал, где этот следовик находится.
Косвинский камень — это там, где были найдены артефакты с выпилами. Помните, там вот как болгаркой выпилы такие сделаны. Конжаковский камень, где лежит вот эта здоровенная плита, опять же, с выпилами. Ну, для примера привел перевал Дятлова, про который вы хорошо знаете. Гора Пирамида, она вообще очень-очень далеко. Вот здесь вот на промежутке еще один находится очень интересный объект. В 70-е годы там стояла военная часть, стояла РЛС-ка средней дальности действия на 300 километров работала. Простояла она там всего 2 года, потому что работать она там не смогла по одной причине. Когда ее стали строить, оказалось, что ее построили на одном из священных мест Мансюков. Ну, естественно, внимания на это никто не обращал. А потом оказалось, когда там уже солдаты прослужили около полугода, обнаружились очень интересные артефакты. Они буквально каждый месяц меняли, во-первых, всю медную проводку, потому что она просто выгорала. И у них постоянно выходила из строя аппаратура. То есть вот эта гора, она буквально была наэлектризована. Я читал на форумах, а потом вышел на людей, которые там служили. Они говорят, что у них там постоянно то шары летали, то у них там буквально, они все ходили наэлектризованные, то есть ни за что было нельзя взяться, они постоянно все лупили статическим электричеством. То есть это вот прям какой-то, буквально на каком-то генераторе вот эту вот РЛС-ку поставили. В итоге она у них так толком не заработала, то есть она на штатный режим не вышла, и буквально через 3 года там все вот эти вот работы свернули. Она, кстати, там эта РЛС-ка осталась, то есть ее даже видно, если со спутника посмотреть, там эти развалины все видны. И самое, что интересное, все вот эти вот артефакты, вот пока только что мы еще нашли, наверняка их будет намного больше, они ложатся в достаточно компактный периметр диаметром порядка 100 километров. То есть можно предполагать, что вот именно в этом районе в незапамятные времена существовала некая мощная цивилизация, к пониманию которой нам с вами еще предстоит подойти. Ну, а теперь, когда мы с вами все это посмотрели, вот как вы думаете, вот есть в Пермском крае еще такое забавное место, Майпапунер, станции так называемые. Как вы думаете, вот получив информацию, то, что мы с вами говорим, может быть это природным образованием, или, возможно, это следы какой-то, опять же, глобальной войны и древней цивилизации? Ну, это вам просто так, для размышлений. А из чего это? А? Из чего это? Это гранит, На самом деле вообще, вот по поводу этого объекта, объект очень известный, туда и туристы постоянно ходят, и фильмы там снимают, версий очень много забавных. Главная версия геологическая — это выветривание, то есть якобы давным-давно здесь стоял горный хребет под воздействием дождя, эрозии и прочих, скажем так, чисто естественных причин все это разрушилось. Но меня всегда вызывает вопрос, если это все разрушилось, простите, где вот здесь вот эти результаты разрушений? Где там камни, где там какие-то глыбы? Они на ровной поверхности стоят. рядом вообще ничего нет? Нет. Другая версия есть, вулканическая версия, что в те времена, когда горы Урала были еще активны, вот в этом месте, возможно, выходила магма. То есть вот она вот таким вот образом застывала, называют пальцы дьявола еще по-другому. Но что это на самом деле, мало кто знает. Такой же объект еще есть в Якутии, называется он там долина каменных великанов. Тоже очень интересный объект, там тоже прям как стенка стоит. Как вот в Америке же есть похожие тоже столбы стоят? Их на самом деле очень много. Понимаете, в чем казус? С точки зрения геологии, да, все это может быть природным образованием. Ну давайте теперь представим. Вот посмотрите. Предположим, этому объекту, давайте пофантазируем, 1 000 000 лет. В результате войны он разрушился или в результате какого-то стихийного бедствия. Пришел ледник, произошло затопление, пришел потоп. Естественным способом природным все это обтесалось, обточилось, отшлифовалось водой, песком, воздухом. Есть, кстати, по этому поводу, если вам интересно, великолепный фильм BBC, который показывает, что произойдет с нашей цивилизацией. Предположим, произошел глобальный конфликт, или там природная катастрофа. Людей не стало, остались одни строения, то есть города, вот все, что мы построили. И с точки зрения современной геологии, физики и тех знаний, которые мы имеем, показано, что произойдет, предположим, с Москвой, там, по-моему, на основе Нью-Йорка показано, что произойдет с Нью-Йорком через 100 лет, через 200, через 300, через 400, через 1000 лет. И можно последить, как наша цивилизация превратится примерно в такие руины буквально через 1000 лет. При том, что материалы у нас сейчас используют далеко не те, что использовались раньше. Теперь я вам хочу показать несколько, то, что я вам обещал, видео. Это интервью с теми людьми, которые занимались
поисками этих мегалитических сооружений. И если будет интересно, у нас с вами время еще остается, покажу небольшой фильм. Мы проводили экспедицию, опять же, в районе Малевки в Пермском крае. Заинтересовался я лет 5 назад темой каменных лабиринтов. Представляете, что такое каменный лабиринт? Вот на Кольском полуострове из камней вот такие вот спиральки такие выложены. И потом я совершенно случайно, в метро все есть, да? Вот эти карточки знаете, да? Что в карточке находится, помните? Вот такая штучка, плоская магнитная антенна. Изначально она пассивная. Она активируется, когда мы проходим через рамку или пригадываем ее к определенному электромагнитному контуру. Тут стоит такая маленькая микросхемка, которая на ней записывается, во-первых, сколько раз вам осталось проехать на метро. Изначально элемента питания здесь нет. Она работает от того электромагнитного поля, в которое попадает данная карточка. Начал я общаться с специалистами, потому что, когда начал смотреть, какие бывают лабиринты на Кольском полуострове, с удивлением обнаружил, что такие же квадратные лабиринты есть и там. Я подумал, ребята, а может быть действительно это не просто там, как говорят исследователи, какие-то могильники, как некоторые предполагают, что древние люди вот такими лабиринтами выкладывали схемы сетей. Знаете, схему сети, это сидеть там целый год выкладывать, схему сети выложить. Но, как правило, говорят, что это какие-то ритуальные объекты. Показал специалистам вот эти все штуковины. И они мне говорят, знаешь, Николай, а это очень похоже на те плоские магнитные антенны, которые мы применяем для радиосвязи. Кстати, Тесла, он начинал с того, что... Не начинал с того, ни один из экспериментов был по, скажем так, передаче энергии. Он тоже делал плоские такие антенны. Я потом в фильме покажу, он небольшой, там 10 минут буквально. А прикол еще в чем? Если мы посмотрим вот так вот, оказывается, что все вот эти вот каменные лабиринты, они один в один повторяют продольный разрез головного мозга. То есть, если мы предположим, что через плоскую вот эту антенну проходит некая энергия, а когда мы начали смотреть и взяли геологическую карту конкретно Кольского полуострова, оказалось, что примерно 80% всех вот этих лабиринтов стоят на местах разломов. То есть разлом сам по себе это и очень интересная геологическая активная структура. Если мы поставим сверху, опять же, вот когда мы проносим карточку, то поставим каменную антенну над каменным, над этим вот разломом, что происходит? Происходит определенная структурированная энергия в определенной частоте. Ну и причем даже наши эти самые радиолюбители сказали, что частота примерно 50 Гц. То есть даже частоту примерно смогли сказать. А теперь посмотрите, структура повторяет примерно разрез головного мозга. То есть происходит определенная синхронизация тех потоков, которые идут из Земли, преобразуются вот этой вот каменной, магнитной, назовем ее антенной, проходят через наше тело и вступают в резонанс с нашей внутренней биофизической оболочкой. А дальше уже можно фантазировать, для чего это делается. Либо это развитие внутренних способностей, либо это, ну давайте совсем уже пофантазируем, некая древняя система связи, сотовый телефон. Надо, предположим, там с другим континентом связаться. Подождал, когда Луна будет активна, а опять же вспомним, когда вот на этих кругах танцевали ведьмы. Когда была полная Луна, когда Луна максимально приближалась к Земле. Что в этот момент происходит? Происходит изменение гравитационных процессов, когда Луна приближается. Порталы вот эти вот, ну не порталы, а разломы активируются, соответственно, происходит какой-то выброс энергии из Земли. В этот момент можно эффективно или развить свои способности, или передать какую-то информацию. Еще одна версия есть. Все вот эти лабиринты, большая часть стоит по берегам моря, то есть, возможно, это были какие-то древние системы пси-оружия. То есть идет враг, люди туда, мощные шаманы встают и пускают волну страха. Ну это как фантазия, может быть. Сейчас я вам в фильме это покажу. Интересно это посмотреть будет? Интересно. Ну, для начала я вам сейчас покажу вот именно Тулымский камень, как он выглядит. К сожалению, в экспедицию почему-то не взяли они видеокамеру, но вот на сотовый телефон они сняли, как вот эта площадка выглядит, про которую я вам говорил.
Небольшой, буквально 3 минуты сюжет из будущего фильма. Мы его выпускаем летом, вот как раз по этой тематике. То, что мы нашли, я вам примерно процентов 10 рассказал. Все остальное, у нас сейчас цикл фильмов готовится, называется «Воспоминания о прошлом». Там вот как раз будем это показывать. Небольшой сюжет из этого фильма, который вот мы планируем первую серию выпустить летом. Там как раз Том Заморин рассказывает о том, как он нашел... Ой, не то. Он рассказывает о том, как он нашел непонятные пирамидальные сооружения, когда вот возвращался как раз с той Черной горы, и как встретился, назовем так, с хозяином этого места. Вот как камушки сложенные друг на дружку такой ровной пирамидкой получается. Вот. Полностью заросшим мхом, какие-то там кустики как бы на ней растут. Я подумал сначала, думаю, здорово так камушки упали. Прям вот ровненько так. Через там час, полчаса пути где-то еще одна стоит. Я уже понимаю, что очень не похожи и не могут так там в двух местах там упасть камни одинаково. Вот, так уже посмотрел, думаю, ага. Ну, может, там Манси или там кто здесь раньше жил, там ставили еще что-то. Через какое-то время еще одну встречаю. Но там уже явно видно, что как бы не может быть, там по одной по траектории примерно они идут. У подножия у самого. Вот, и вот. Уже понял, что кто-то здесь был, что-то делал когда-то. Метров 70 от меня, выше на пригорке. Вот как будто кто-то стоял все это время, вот с самого момента, как я туда пришел. Вот стоял, вот он там не двигался. И только я вот стал засыпать, он в этот момент пошел. Двуногие шаги были. То есть он сделал раз шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. В этот момент я понимаю, что это не животное, что это что-то двуногое. Метра 2 высотой. Понимаю абсолютно, что это не человек. Потому что если был бы человек в 3 часа и ночи, во-первых, никто никуда не пойдет. Там даже если охотники, и хоть их там 5 человек, и с ружьем они стараются быть у лагеря. Потому что ночью в тайге совсем другая жизнь начинается, и лучше там не ходить. И вот он подходит к моей палатке. Я чувствую ощущение, что сквозь эту палатку он прям смотрит мне не то, что там в лицо, а как будто в мозг он смотрит. Обходит вокруг палатки моей и встает у входа, прямо напротив лица. Нас отделяет там, буквально там, сантиметров 15-10. Там большой рассказ интересный. Во время второй экспедиции он еще встретился с так называемыми маленькими рептилоидами. Это вообще отдельная тема, но правда это не тема данной лекции, как-нибудь, думаю, потом про это поговорим. И теперь вот небольшой сюжет про георезонаторы, там вам будет проще, я специально сделал текстовку, то есть там можно будет почитать и понять, о чем идет речь, что такое георезонаторы. 10 минут.
Как-то вот. Если интересны контакты, могу визитками поделиться. Там указаны и наши группы, и как связаться. И давайте общаться. Постигать непознанное. Адреса сайтов, форумов. Есть, все, еще я самые визиточки дам я вам. Так что вот. Спасибо. Пожалуйста.